Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поделиться с вами очень старым рецептом очень вкусных орешков с вареной сгущенкой. Этот рецепт очень старый, мы его привезли более 30 лет из Казахстана и до сих пор с удовольствием пользуемся этим рецептом. Для этого нам понадобится 500 грамм муки, 100 грамм сахара, 1/4 чайной ложки соды, 8 грамм ванилина и 2 яйца, которые мы должны разделить на желтки и белки. Также нам еще нужно будет 250 грамм сливочного масла, 1 чайная ложка уксуса и щепотка соли. Сначала мы взбиваем белки с щепоткой соли в такую пышную пену, примерно 1 минуту. Вот такая пышная масса у нас должна получиться. Теперь белки мы пока отставляем в сторону, займемся желтками. В желтки добавляем 110 грамм сахара и просто перетираем венчиком или ложкой, просто чтобы у нас смешались желтки и сахар. Взбивать ничего не нужно, нам нужно просто получить такую однородную массу. Я всегда сразу в желтки добавляю соду. Для этого нам нужно соду погасить в 1 чайной ложке уксуса. Перемешиваем и добавляем просто в желтки. И отставляем всю эту массу на пару минут, пусть пока все постоит. Потом будем все вместе соединять. Теперь приступаем к последнему этапу подготовки нашего теста. Для этого нам понадобится 500 грамм муки, просеянной муки обязательно. Добавляем пачечку ванильного сахара. Можно также это было добавить и в желтки, это не принципиально важно. Вот. И нужно нам масло комнатной температуры. Мягкое сливочное масло. 250 грамм. Мы это масло будем просто объединять, перемешивать руками с мукой. Должна получиться у нас просто такая мелкая крошка. Масло все объединяется хорошо с мукой, чтобы не было больших крупных комочков масла, не осталось. Все, теперь мы все три массы, желтковую, белковую и муку с маслом, объединяем в тесто. Сначала перемешиваем ложкой, а потом дальше вымешиваем руками. Долго месить не нужно, просто чтобы все ингредиенты хорошо объединились. Тесто должно получиться гладкое, мягкое, не липнущее к рукам. Высыпаем тесто на стол и собираем в один комок. Вот такое красивое, мягкое тесто у нас получается. Абсолютно оно не липнет к рукам. Теперь нам его нужно упаковать в фолию и убрать в холодильник минимум на полчаса. После того, как наше тесто отлежалось, мы его достаем из холодильника. Режем вот на такие полоски. Можно, конечно, просто отщипывать кусочки теста, но мне удобнее резать такими полосками и потом нарезать на мелкие кубики. Из этих кубиков уже делать красивые аккуратные шарики. Они должны быть небольшие, смотрите по размеру вашей формочки, потому что формочки все разные. Раньше мы пекли, у нас была железная форма, мы пользовались газовой плитой, и шарики нужно было делать побольше, потому что получались орешки более крупные. Сейчас мы пользуемся электрической формой, орешки более мелкие получаются, крышечки. Вот я знаю уже примерно, какие они должны быть по размеру для моей формы. Но в любом случае их нужно будет потом после выпечки обрезать еще. Это я вам покажу попозже. Вот, теперь мы закладываем все тесто в форму и выпекаем. Сейчас мы ждем, пока лампа погаснет. Вот, лампа погасла. Теперь выпекаем до того момента, пока опять лампочка загорится зеленая. Значит, орешки будут уже готовы. Это занимает буквально минутку. Вот, загорелась зеленая лампа. Сейчас мы будем вытаскивать наши орешки из формы. Они получаются золотистые, румяные, очень красивые. Вот такие орешки у нас получились. Боковинки нам нужно будет сейчас обрезать.
Здесь я уже начала немножко обрезать. Такие они получаются красивые, ровненькие. Я для этого использую маленький нож. Мне это очень удобно и быстро получается. Из этих обрезков вы можете приготовить пирожные картошка или использовать на капкейки. Можно также смешивать со сгущенным молоком и добавлять в орешки. Я знаю, что многие так делают. Но мы как-то любим просто, чтобы внутри была сгущенка. Такое небольшое количество обрезков у нас получается. Все орешки готовы. Сейчас мы их будем наполнять. Для наполнения я использую сгущенное молоко, вареную сгущенку. У меня 400 грамм, но уйдет на это количество, на одну порцию уйдет где-то грамм 200 сгущенки. Не вся банка уйдет. Опять же, в зависимости от того, какого размера у вас ваши формочки, ваши половинки орешков получится. Наполняем орешки и соединяем. Вот такая красота у нас получилась. Можно вовнутрь еще положить, конечно, грецкий орешек, но это уже все на ваше усмотрение. Таким образом мы наполняем все наши орешки. Вот такое красивое лукошко с орешками у нас получилось. Орешки очень вкусные, красивые. Пробуйте, обязательно попробуйте этот рецепт. Я надеюсь, что вам понравится. В интернете сейчас, конечно, очень большое количество разных рецептов, но мы всегда возвращаемся к этому. Это наш самый любимый семейный рецепт. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Пробуйте и пишите ваши отзывы. Спасибо, всего доброго, пока!